Всем здравствуйте! Вы на канале Вязаные истории. Меня зовут Юлия. Это видео третья часть по вязанию куколки Ириски. В этой части мы свяжем ей волосы. Для вязания волос нам потребуется пряжа Yarnard Jeans и крючок 2 мм. Цвет это какао, номер 71. Приступаем к вязанию. Для начала нам нужно связать основной круг. Для этого мы делаем кольцо амигуруми, и в это кольцо провязываем 6 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Колечко затягиваем. Следующий ряд мы будем вязать за задние полупетельки. Переднюю оставляем, захватываем только заднюю. Вот здесь у нас петелька делится. Вяжем 6 прибавок за заднюю полупетлю. Первая. Вторая прибавка. Третья. Четвертая. Пятая и шестая. Получилось 12 столбиков. И здесь у нас осталось 6 полупетелек. В последующем мы будем за эти полупетельки вязать волосы. Следующий ряд вяжем, захватывая обе стеночки. Нам не нужно оставлять передние. Вяжем 1 столбик без накида, прибавка, и повторяем так 6 раз. Столбик, прибавка. Вяжем до конца ряда. Получается 18 столбиков. Провязали. Следующий ряд идет 4. Нужно провязать также за задние полупетельки. 2 столбика. Первый, второй, прибавка. Получается, чередуем через ряд. Ряд за обе стеночки, ряд только за заднюю стеночку. Переднюю оставляем для обвязки. Так, 2 столбика, прибавка. Повторяем до конца ряда, всего 6 раз. И получается у нас уже 24 столбика в этом ряду. Следующий 5-й ряд уже вяжем за обе стеночки. Провязываем 3 столбика, прибавка. Также повторяем 6 раз до конца ряда. И получается у нас в итоге уже 30 столбиков в ряду. Шестой ряд провязываем за заднюю стеночку петель. Полупетельку заднюю захватываем, вяжем первый столбик, второй, третий и четвертый. Провязываем прибавку. Повторяем так до конца ряда. И в итоге у нас получится уже 36 столбиков. Провязали. Следующий ряд 7. Нам нужно провязать за обе стеночки петель 5 столбиков, прибавка. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и вяжем прибавку. Также повторяем до конца ряда, и получается у нас уже 42 столбика. Готово. Это мы связали с вами основу. Она будет вот так прикладываться к голове. Теперь от этой основы мы начнем вывязывать сами кудряшки. Поначалу провязываем кудряшки по нижнему последнему ряду. Показываю, как я это делаю.
Присоединяемся в следующую петлю после того, как закончился ряд. Провязываем соединительный столбик и дальше набираем 39 воздушных петель. От количества петель зависит длина кудряшки. У меня вот такая длина получается из 39 петель. Если хотите подлиннее, набирайте больше. Если хотите покороче, набирайте воздушных петель поменьше. Вот такая получилась цепочка. Далее со второй петли от крючка, вот здесь у нас первая, мы ее не трогаем, начинаем вязать со второй, провязываем столбики без накида по всей длине цепочки, вяжем к ее основанию столбики. Получится 38 столбиков без накида. Первая кудряшка готова. Дальше нам нужно полностью также провязать, то есть в следующую петлю вяжем соединительный столбик. И от нее можете сразу набирать следующую кудряшку, также 39 столбиков. Либо, если не хотите густую сильно прическу, можно этот соединительный столбик провязать. Дальше в следующую петлю провязать снова соединительный и уже набирать цепочку из воздушных петель. То есть пропускать кудряшка, соединительный столбик, кудряшка, соединительный столбик. Вот на этой куколке я провязала в каждый столбик кудряшечки, и она получилась очень такой объемная, ее прическа. Поэтому сейчас во второй раз я буду вязать, оставляя между кудряшками один соединительный столбик. Нам сейчас нужно провязать кудряшки по этому нижнему ряду до примерно вот этого места, чтобы вот этих столбиков осталось не провязанными ровно 14. Вяжем кудряшки по кругу, оставляем 14 столбиков недовязанным. Я сейчас провяжу это за камерой, после присоединюсь, покажу, что делаем дальше. Провязали кудряшки, здесь 14 столбиков оставляем не провязанные, они так и останутся у нас, потом просто закроются челочкой. Теперь нам нужно с вами с помощью соединительных столбиков подняться наверх, подняться на такую петельку, чтобы в общем их вот здесь до вот этой части получилось 10. Эти петельки пойдут сейчас на челочку. Как переходим соединительными столбиками наверх. Захватываем петельку и провязываем соединительный. Дальше вторую обхватываем и также провязываем соединительную петлю. Вот что получилось. Теперь отсчитываем. Вот здесь у меня последняя. В ряду была петелька, считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вот здесь как раз над этими соединительными петельками у нас находится полупетля. В нее мы также провязываем соединительный и уже начинаем вывязывать челочку сразу же. Для челочки набираем 11 воздушных петель. 3 раза так надо будет сделать по 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Со второй петли также провязываем столбики без накида в обратном направлении. Всего их получится 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, я сбилась со счета, но должно быть 10. Дальше в следующую петлю провязываем соединительный.
С челочкой провязываем в каждую полупетельку. Получается, из этих 10 столбиков 3 раза я провязываю по 10 столбиков без накида прядочку. 4 раза по 9 столбиков и еще 3 раза по 10 столбиков. Получается, набираю 11 воздушных петель и провязываю 10 столбиков. Так, готова уже вторая прядка. Дальше переходим в следующую полупетельку. Вяжем третью из 10. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10. В следующую петлю соединительный, и уже теперь набираю я на одну петельку меньше, то есть набираю 10 воздушных петель и провязываю 9 столбиков. Так 4 раза провяжите, и оставшиеся 3 петельки провяжите по 10 столбиков. Челочку всю довязали. Дальше уже поднимаемся на следующий ряд оставшихся полупетелек и провязываем один ряд. Тут уже как хотите, можно через петельку опять делать, можно в каждую делать, чтобы был погуще паричок. Потом доходим до челочки, поднимаемся также соединительными столбиками до следующего ряда, его обвязываем. И вот здесь прям в центре у нас есть еще 6 полупетелек. Тоже провязываем кудряшки из этих полупетель. Основной момент вот с челочкой мы вывязали. Вот эти так и остаются здесь. Потом челкой прикроем просто. Все, дальше вяжем уже оставшиеся локоны. Я сейчас его довяжу, после подключусь заново, и мы вместе с вами пришьем готовый паричок к куколке. Вот что получилось. У меня закончилась пряжа, поэтому самые верхние ряды я провязала всего 3 прядочки, хотя здесь все же будет лучше, если вы провяжете все 6. Немножко редковатый смотрится паричок. Сейчас пришьем на куколку и посмотрим, как это будет. Думаю, это и так понятно, но на всякий случай уточню, что челочку мы вяжем короткие прядки, 10 штучек, а остальные все локоны мы вяжем длинные. У меня это было 39 столбиков, 39 воздушных петель. И только вот челочка, 10 прядочек, она короткая. Вот что у нас получилось. Вот здесь хочется все-таки добавить немножко объемчика. Теперь эту ниточку, которая у нас осталась, мы выводим на изнаночную сторону. Так, сейчас найду ее основание. Просто переводим на изнаночную сторону и стежками переходим на начало. Так удобнее будет пришивать. Все, ниточку вывели, подготовили, и теперь нам нужно приколоть паричок к голове перед тем, как начать пришивать. Находим ровно серединочку вот этих оставшихся 14 петель, чтобы были они ровно посередине. И теперь начинаем прикалывать челочку.
Получается, я этот кружочек основной располагаю практически вот на затылке. Челочка идет вперед до бровок. И начинаем ее булавочками отмечать. Получается, в первую очередь пришиваем челку. Сейчас пока так первый пробный вариант, дальше можно будет какие-то поменять местами. Вот так. А дальше отмечаем, как располагается нижний ряд. Вот эти верхние можно собрать резиночкой, чтобы они не мешались. Также прикалываем все нижние прядки. Вот так я разметила. Вот эта прядка у меня уже не влазила, я ее оставила так. Не буду пришивать. Пусть она болтается. Главное, чтобы вот здесь на голове не было пустых мест. И вот эта прядка у меня тоже не поместилась. Вот таким образом прикалываем, примеряем, как эта причесочка будет сидеть. И дальше уже начинаем пришивать. Ниточку мы специально наперед вывели. Пришиваю я по кругу. Ввожу иголочку в серединку прядки, чуть ближе к краю ее. Дальше отступаю столбик, чтобы получился такой стежок. И вывожу сразу же иголочку на вторую прядку. И так стежками прошиваю полностью по всей окружности головы. Тоже отступаем один столбик, переходим к следующей прядке. Думаю, тут принцип уже понятен. Таким образом прошиваю полностью вот эту челочку, вот эту всю заднюю часть. Потом переходим наверх и еще дополнительно прошиваем также стежками под эту часть. Получается, между первым и вторым рядом прядок. Хорошенько прихватываем паричок к голове. Все. Вот так просто это все пришивается. Если какие-то вопросы у вас возникнут, что-то будет непонятно, обязательно пишите об этом в комментариях, я вам расскажу, попробую рассказать более подробно. Сейчас допришиваем голову, и я покажу вам уже готовый результат. Волосики я допришивала, вот что получилось. Все готово. В следующей части мы с вами свяжем нашей куколке сарафанчик и свяжем ей вот такую повязочку с бантиком на голову.